А, Привет всем! Мы рады приветствовать вас на канале Pathfinder Online. Мы продолжаем играть в наше небольшое приключение. Мы скоро быть гоблин. С нами Александр, еще один Александр, Максим и Рустам. И мы с вами будем становиться настоящими гоблинами. Итак, друзья мои, вы были, напомним, что было, да, в прошлой серии. Вы четверо детенышей гоблинов, которым предстоит доказать, что они являются настоящими гоблинами. Пройдя ряд испытаний, получив жетоны, которые дают вам небольшие бонусы, вас отправили на болото искать жаб. Потому что племя лижу-жабы без жаб явно не лижу-жабы, а просто лижу. На болоте вы встретили Чайноголова с приспешниками, который позорно ретировался от вашей настоящей гоблинской банды. И вот теперь вам предстоит искать этих самых жаб. И что вы делаете? Крыска, очевидно, лежит, распластав свои коротенькие ручки на земле, отдыхая и восстанавливая силы после этого изнуряющей битвы, в которой ей очень сильно дали по башка дубиной. Слишком сильный удар был по башка. Именно. Настолько сильный, что у нее сейчас 0 здоровья. Крыска валяется без сознания. Возможно, ей кто-то захочет помочь, а может быть, кто-то бросит ее в этих болотах. Пук хочет встать, то есть осмотреться, взять, во-первых, меч, который упал у этого злодея, как он считает. Хочет подойти непосредственно к крыске, посмотреть на нее повнимательнее и сказать: что валяешься? Давай, вставай. Я хочу ей как-то помочь, возможно. Потому что, я говорю, ты не проиграл мне соревнования, надо, чтобы проиграл. Вставай. Ну, я думаю, навык, возможно, даже. Да, навык первой помощи давай окажем ей немножко. Хил. Сейчас. Ты подходишь, да, и что-то и по щекам бьешь, видимо. Да, я сначала ногой трогаю ее, а потом по щекам. Слегка пнула ее. Очень высоковразвитое общение. 22. Ты бьешь, да, ее по щекам, и крыска уже приходит в себя. Я думаю, у тебя нулевая, да? Сейчас. Нулевая, да. Ну, хорошо ты ее прям здорово тут по щекам, голова в одну сторону, во вторую. Да, я, возможно, еще подбираю, зачерпываю воду, которая там развелась, и брызгаю на нее сверху вот этой жижей, которая лежит в болоте, чтобы она пришла в себя. Хорошо, за жижу пусть будет это 2 очка здоровья добавит. Только за потрясающе. А еще в качестве подарочка, я так понимаю, я говорю: подарочек. У тебя дубина осталась? Дубина есть у тебя? У меня? Да. Она всегда со мной. Ну и замечательно. Оставайся с ней. У меня меч теперь. Ах ты! Это был подарок? Да. Спасибо, но как же ты все-таки вредный. Мне нравится. Что в этот момент делает Ворчун? Ворчун, подобрав вместо оружия пуга, которое было у него, дубина, смотря на свой каменный ножик, который ничего не мог сделать абсолютно, берет дубину и обшаривает труп этого
второго гоблина, с которым он сражался? Ну, собственно, помимо дубины, ты находишь на нем пару дохлых червяков, которые он, видимо, зашкерил в прошлом испытании. Ну и больше, собственно, ничего интересного у него нет. Они слегка Да, это нормально. поджарились. Магмурч. Магмурч прислушивается к звукам болота, пытается услышать жаб или, возможно, кто-то еще находится недалеко от нас. Я думаю, Ага. внимание. Я думаю, да, то есть ты, да, внимательность давай брось мне, пожалуйста. Секунду. Perception. Да-да. Магмурч водит ушами со стороны в сторону. И А я- это двадцаточка, и где-то недалеко ты слышишь... И тут же пузыри. И опять... Я могу определить хотя бы направление, откуда... Да, вполне, оно где-то с центра болота раздается. Отлично. Жаба где-то в центре. Где-то я слышу ее кваканье. Давайте пойдем туда. Подождите. Я вряд ли смогу драться в ближнем бою снова, поэтому позвольте мне найти камень, который я уронила где-то в болоте. Я подхожу туда, где, ну, примерно упал. Это будет Мой- очень сложно. Это прямо, ну, реально в болото, Ну, конечно. Но, ну Попробуйте попробуй, найти я не знаю, это внимательность. Палкой потыкать, где это утверждение, Я, твердость. ну да, то есть, ну попробуй, что ты найдешь. Но я очень сильно сомневаюсь. В болоте найти камень. Ну, может быть, сейчас критический успех выпадет, и ты найдешь тот самый камень. Ну, а вдруг? Не, 9. Явно в болоте ничего невозможно найти. Палка вязнет. который произносит В болоте. крытка о том, что она не может больше в бою сражаться. Пок В ближнем. такой. Да, на ближнем. Пок такой. Сдаешься, да. Я победил. Даже не надей. Руку вверх поднимаю. А Даже еще я не надеюсь. хочу припомнить, возможно, я что-то знаю об этих лягушках. Возможно, кто-то типа жреца племени Гадкий Гармел что-то об этом говорил мне когда-нибудь, упоминал хоть как-то. То есть это магические существа или это обычные? Давай проверку знания природы обязательно. Попробуем вспомнить, что ты услышал в обрывках фраз, которые там гоблины, проходя мимо клеток, общались между собой, о чем-то разговаривали. Так, это выживание, да? Нет, это Природа. знание природы. Knowledge. Knowledge nature. Knowledge nature. Knowledge nature. Если оно у тебя есть. А у тебя оно есть? А давай посмотрим. Да, давай. Давай посмотрим. Тем временем Магмурч, я думаю, движется в центр, где слышались голоса жаб. Да, он потихонечку идет, чтобы ненароком не привлечь И чьего-нибудь внимания. пока мы изучаем этот момент, нет, ты не помнишь, ты очень плохо Пук слышал, там ничего не можешь вспомнить. Особых знаний, ты молодое существо, только что вылупившееся из клетки своей, и для тебя это все в новинку. Ты знаешь, что в болоте, на этом знания о них заканчиваются, что они держат. И ты знаешь, что их вроде как надо лизать, потому что вы же лижу жабы все-таки. И вот Магмурч, идя вперед, как ты идешь? Браво или крадешься? Нет, или что ты ты делаешь? не привлекай внимания потихонечку, чтобы вдруг, если есть И- какая-то живность ага. в болоте, не обратил на меня внимания. И теперь ты видишь, буквально на ближайшей кочке сидит жаба. Вот такая она пятнистая, зеленая пятнистая жаба. Попробуй ее ловить. Брось Да, проверку боевых маневров. Наша любимая. ну да, сейчас, секундочку, персонажа открою. Ты вот прямо сразу будешь ловить, или вы что-то пообсуждаете, продумаете стратегию?
Нет, Ловит. ну, если М- хочет... Магмурч, сильно не задумываясь, он как увидел цель перед собой жабы, сразу припал на четвереньки и пытается незаметно к ней подкраться. КМБ, да, я Хорошо. бросаю? Если ты незаметно, то скрытность для начала бросишь. Сейчас скрытность, секунду. Что это такое? Скрытность, где он стелс? Ну, стелс у меня должен быть успешен. Это 33, ты просто сама тень, крадущаяся среди болот. Просто-напросто. И теперь проверку боевых маневров. Магмурч пробирается от кочки к кочке. Ты не то, что пробираешься, ты скользишь между ними, подкрадываясь к этой жабе. Магмуджи у нас такой вот самый скрытный Но в среди нас, последний точно. момент ты подошел к ней практически близко, уже пытаешься ее схватить. Но в этот момент жаба делает прыг и упрыгивает. У тебя есть там, что ты еще будешь предпринимать? Пытаюсь уследить направление, куда эта жаба попыталась ускакать. Возможно, проследовать за ней. Замечательно. Ты видишь, она буквально перепрыгнула на соседнюю кочку. Пробуй ее еще раз поймать. Отлично. И в этот раз ты уже просто, она пытается отпрыгнуть тебя, ты ее хватаешь за задние лапы. Вот буквально, она большая достаточно жаба. Она сопротивляется, как матрас, ты ее как подушку, так бряс, поймал. Все, ты схватил, в руке у тебя это висит эта жаба, она повисла на одной лапе. Вот. Поздравляю, у Магмурча есть жаба. Ты что-то делаешь с ней? у нас- Магмурч ее сразу же облизывает, начинает раскручивать над головой и показывает остальным: можем все полезать, можем все. И ты вот, когда ты только лизнул, и ты смотришь, болотные кочки стали вместо зеленых розовыми. И, Ох уж эти рабы. и заиграл такой легкий звон колокольчиков появился у тебя в ушах. Добавь 5 временных пунктов здоровья себе. Ты почувствовал небывалый прилив сил. Времяночки 5 добавь. Понял? Глаза засветились, заблестели. Какая жаба Вот. интересная. Остальные что делают, видя? Я хочу подбежать к этой же жабе и Тоже лизнуть? ее же лизнуть, да. Магмурч как на это реагирует? Магмурчу очень понравился эффект от жабы, он продолжает ее дальше лизать. Ну, ты чувствуешь, что все весело, но, в принципе, на этом у тебя бонусы заканчиваются. То есть непрерывно кочки становятся розовее, покрываются цветами радужными всякими, но особых других дополнительных эффектов ты преимуществ ты не чувствуешь. Ну, кроме этого, ну, ты вот, когда ее лизнул, Бук тоже, да, подбегает лишь? Да, я прям бегу, не скрываясь ничего, прям бегу. Жаба! И такой просто лечу буквально в полете, раскрываю свой рот и вытаскиваю свой длинный язык, пытаясь коснуться этой жабы. И теперь уже у Пуга стали розовые почки вокруг, и звон колокольчиков в ушах, и Пуг тоже получает 5 временных пунктов здоровья, но при этом и Пуг и Магмурч смотрят на свои пальцы, а их там не 5, а 6 на каждой руке. Поэтому у вас последующие проверки, то есть эти временные пункты здоровья где-то у вас на полчасика появились эффект, и внимание, инициатива у вас, конечно же, -2 штрафик на последующие полчасика. Что остальные делают? Ну, Напомню, это каждый- же все еще... То есть, в этом и есть наша задача. Мы должны найти жабу, лизнуть ее и вернуться. Не совсем. Не, нам просто Нет, нужно было принести жабу. Вы должны принести эти жабы страшному духу, который сидит где-то на болоте. Все. Тогда мы поступим умно, как настоящие лишь жабы. У нас у каждой должна быть подобная жаба, я так понимаю. Да, конечно. Поэтому крыска, оперевшись на свою
дубину как на трость, перенеся на нее вес, пытается тихо идти и найти себе тоже жабу Ага, пытайся. для себя. А ты просто вот ковыляешь или какую-то тактику хочешь придумать? Если можно избрать какую-то тактику, ну, скорее... Возможно, ты с кем-нибудь широкий- решишь объединиться. Ворчун. Я не Они- особо людей, я не Пошли. особо гоблинов люблю. Пошли, я сказала. Смотря на эту Пошли. задачу. Так, Пошли. помолчи. У Пошли. меня на карандашик вообще-то в руке я могу тебя из списка гоблинов вычеркнуть. Подожди, я подумаю и уже тогда поделюсь. Так, жабу не лизать. Я не хочу Думают, лежу жабы делают. А я думаю, Пошли. а не делаю. Я начинаю обходить... Лизать я не буду жабу. Я не хочу становиться зависимым от этого. Я иду по... Ну все, ты идешь со мной. верно? Да. Отлично. Идем скорее по краю берега. И когда увидим жабу, хватаем и набрасываемся на нее с двух сторон. Я понял, давайте. Вы увидите на ближайшей кочке жабу и проверка боевых маневров от обоих. Так, сейчас я открою. Боевые маневры это в Саммере, да? Баб. Это баб. Бабы. М, Нет, это не баб. Это бейз атак бонус. Что такое? Я прочитал бабы. Ниже на первой страничке. Ну, вы, в принципе, все верно. Бейс это... Да. Значит, смотрите, что вы По-моему- делаете. Да, все верно вы бросили. Вы вдвоем просто увидите Нет, жабу. немножко не то. Засчитывается, неважно, да. Неважно. У вас там есть, все нормально. Значит, вы вдвоем прыгаете на эту жабу, сталкиваетесь головами, и жаба оказывается в руках у крыски-плохишки. Мгм. В этот раз я казалась ловчей тебя. Я не буду пока что лизать эту жабу. Что-то у меня есть короткий кусок бечевочки. И я ее немножко так связываю, так вот ей лапки Ага, и кладу в карман. замечательно. Я думаю, вы уже где-то в центр болота прибежали, где-то вот здесь вот вы уже находитесь, да? То есть вот. Ты Магмурча. Да, да. Вот так вот. Ну. И вот, ой, это Ой. да, у нас так крыска далеко убежала. И вот когда у нас ворчун плюхается мордой в эту жижу, вдруг какой-то пузырь такой, и ворчун чувствует, что он во что-то уперся твердое. Он отодвигает крыску-плохишку в сторону, и Ворчун, что ты делаешь, когда почувствовал что-то твердое у тебя там вот под этой жижей, под этой грязью? Я резко встаю, беру дубинку и начинаю размазывать эту грязь, чтобы увидеть что. И как только ты размазал эту дубинку, ты обнаруживаешь там тело гоблина, оно уже мумифицированное, даже два тела. То есть они друг за дружкой лежат. Это большие толстые гоблины. Возможно, давайте проверим, что вы о них знаете. Плюс хабар. Да, конечно же. Знание истории у кого-нибудь из вас есть? Знание истории как? Нет. Нет, никто из вас ничего не слышал. Подожди. Начнем с того, как это переводится. History of memory. History, да. Knowledge history. History. Это Нет, skill, по-моему, у вас да? вообще со знаниями тяжело все, да? Да. Может быть, я... Это скорее perception. То есть Ну, персепшн слышали. нет. Здесь не ну, Это С предположим. бонусом там минус 10. Это в скиллах, да? Да. Да. История. Ну, пусть будет, да, давайте. Раз вы знания, у вас их нет как таковых, давайте, насколько вы внимательно слушали, о чем говорят гоблины, которые рядом с клеткой. На самом деле, perception. Проверим каждый из вас и узнаем, кто что слышал. Опа. 20. Уже кину. Ага, у крыски выпало 20.
И остальные тоже Она давай. всегда внимательно следит за всем вокруг себя. Потому что каждый хочет украсть ее рубин. И... Так, Ворчун, Пук, Крыска. Ага, замечательно. И вот Крыска как раз вспоминает, что где-то она слышала, как гоблины обсуждали пропажу двух очень сильных гоблинов, точнее парочки гоблинов. Ну, они были в прямом смысле парочка, которые пошли на болото и пропали. Это здоровяк Смургит и гоблинша Громний Стригуногти. Они пропали и, судя по всему, пошли на болото. Некоторые гоблины думали, что они сбежали вдвоем. Все-таки они были парочкой, их не очень любили, потому что они были очень страшные, и у них изо рта сильно воняло. Но, кажется, вы нашли, куда пропали эти гоблины. И смотрите, бросьте мне внимательность, пожалуйста. Еще раз. Ага. Внимательность. Да. Саммари, да? Ага. Сейчас найду. Нет, это ведь персепшн. Это опять Perception? Окей. От чего они умерли? Кто-нибудь знает? Они утонули. Я то есть рассказываю, я- разумеется. Значит, Да ладно, я же рассказываю, кто они. Магурч, вы начинаете обыскивать их и находите у них... Так, дайте-ка, пока кубики мне не бросайте. Почему-то я это подготавливал, но оно не отобразилось. Находите весьма неплохой писарес. Меч такой. Писарес, пес, док-слайсер. Док-слайсер А? находите. Алло, меня услышали? Что это? Да-да-да. Да. Это ножик такой, им классно собака. А, ну ножик, да, можно. Да. Вот. И еще вы находите копье. Также на Я второй Пока труп. крыска раздумывает брать не брать, я пытаюсь выхватить. его. Я беру... В смысле, кто раздумывает? Ну, Нашел дурачка за 4 сольда. в прямом. Мне нужно кидать, как я понимаю, ловкость. На то, быстро ли я это сделаю. Да, давайте проверим, кто из вас быстрее схватил копье. Прокинем ловкость. В Самаре. Ловкость. Нет, или... Боже, на английском все. Я знаю английском ничего. В атрибутах просто ловкость. Dexterity. Мгм. Окей. И все же Копье. была ловчее была крыска. Крыска хватает этот песорез. Перетащи его себе. Откуда? А с трупа? Труп можно... О, тут можно открыть. Да, труп можно открыть, и туда можно забрать себе все, что... Помимо этого... Я его не могу открыть. А как? Да. Никак, да? Сейчас, минутку. Да, он 2 кликами должен открываться, но он враг. Его нельзя открыть. Сейчас, минутку. Вот так вот сделаем, вот так вот. Ну-ка, сейчас. Откроем вам труп. Сейчас должно все получиться. Не очень. Не очень. Так, хорошо, я сейчас вам закину просто-напросто в инвентарь. Здесь, видишь, немножко не... Так, значит, у нас крыска получает копье, да? Нет. Пистолет. Я ему пистолет. говорю забрать копье. Хорошо. И у нас Ворчун получает копье. Мгм. У вас целый набор. Теперь вы вооружены и очень опасны. Помимо этого вы находитесь там двух дохлых кротов и настоящую банку с маринованными головами рыб. Очень ценное приобретение. Это артефакт. Да. Кроме этого, еще там же находится крюк-кошка. Сейчас мы тоже туда добавим. Кто-то из вас будет брать крюк-кошку? Кто у нас? Ну, я возьму, если никто не хочет. Что делают Это, остальные? конечно. Пук, он еще под воздействием жабы, он, я Вам думаю, хорошо. лежит просто Тебе на земле как дела и уже? делает ангела в болоте просто. Ты уже и так себе много берешь. Давай-ка мне что-нибудь. Что-нибудь я подразумеваю. Ладно. На.
Я все равно не знаю, как таким правильно пользоваться. Добавить. Может, ты будешь полезен. Хорошо, Ворчун у нас получает, он забирает себе крюк-кошку. Иди, да, Магмурч вообще ничего не забирает себе. они, видимо, им хорошо сейчас. Да, Магмурч Пугом. вообще хорошо. взял один череп в руку и сидит, внимательно на него смотрит, думает о чем-то своем. Бедный Йори. Я знал его. По-моему, только один Ворчун остался без жабы, да? Да. Да. Я думаю, стоит пытаться предпринять попытку поймать жабу. Разумеется. Мы своих не бросаем. Сейчас. И крыска ему опять помогает. Так, Конечно. а у Пуга своей жабы тоже нету. Но он еще пока не понимает, что у него нету жабы своей. Он держит в руках жабу, да? То есть, Якобы, его, да. она- Так, Так, мне нужно что кинуть, чтобы жабу попытаться поймать? ну, боевые найдем. маневры. ну, та же самая тактика, Если есть там жабы. Так, а Я полезный. Вот они. Это крит провал. Да. Выручено. Ни Ворчун, ни крыска не могут. Но я думаю, вы в какое-то время все равно вам спокойно вы тратите, так сказать, определенное количество времени На то, чтобы поймать это все. на то, чтобы поймать этих жаб. Но так как у нас эти попытки завершаются очень частыми провалами, то Магмурч и Пуг временные хиты свои уберите. Потому что явно это заняло времени больше получаса. И опять кочки становятся из розовых зелеными, пропадает светящаяся радуга вокруг, болото опять становится страшным и темным. И так, потратив на это определенное количество времени, у каждого из вас в руках находится жаба, которую, в принципе, вы можете лизнуть. И если Магмурч и Пуг уже ощутили эффект положительный, то вот крыска и Ворчун могут оставить это дело немножко на потом. Вы же еще не лизали Мы, жаб? мы потерпим. Мы потерпим. Ну что ж, впереди... Резюме. Да, впереди вас ждет страшное место, а именно тот самый замок или хижина вашего местного божества. Минутку. Пещера Темностраха. Двигайтесь. Да, Вы идете я... по болоту, вы чавкаете, там чвак, и через какое-то время, да, вы оказываетесь перед огромным, по вашим меркам, покосившимся зданием. Ну, если бы вы были людьми, вы бы поняли, что это какая-то старая развалюха, которая сидит на болоте, да, то есть кто-то поставил на болоте. Но для вас, для маленьких гоблинов, Замок. это просто храм, покрытый плесенью, зеленью, с каким-то необыкновенным запахом. И именно там находится тот самый Темнострах, которому нужно показать жабу и спеть свою песенку. И после этого вы станете настоящими гоблинами и членами племени Рижужаб. Что вы делаете? Я, пока мы идем, хочу все-таки свою жабу забрать, потому что я думаю, мне чужую не Мы добить. потратили на это время. Вы потратили, Да, у вас да, у каждого да, есть да, жаба. да. Да. Мы не будем сейчас прокидывать попытку, пока не закидывать все это кубами, тем более есть замечательное правило. Взять D20 или взять D10. В данном случае взять D20, у вас 100% было времени, никто на вас в этом болоте пока не напал. Что вы делаете перед этим удивительным строением, покрытым плесенью и тиной? Так. Крыска, как настоящий лидер, лет вперед. Невзирая на то, что ее положит с одного удара. Да. Я иду рядом и буквально толкаю крыску со словами «не пройдешь». Да не Что делает А я Ворчун уже- или а я Магмурч? уже-
Ворчун смотрит на состояние балок, насколько они хлипкие. Ага. Ну, они выдержат вас. Они, конечно, покрыты уже, как бы, не вызывают большого доверия, но четверо Ну, мелких маленькие. гоблинов, да, но четверо мелких гоблинов, они вполне выдержат. Итак, крыска, ты стоишь перед дверным проемом. Он темный, он скрывает впереди неизвестность. Именно там, как говорили вам, живет темнострах. Великий дух болота, которому вы приносите свои жертвы, рыбьи головы, блестяшки, трупы птиц и прочие ценные вещи. Что ты делаешь? Я не вижу ничего в этой... Я в этой тьме ничего не вижу. Хотя бы на некоторое расстояние там вообще ничего, да? Ну, персепшн брось. То все-таки 60. В темноте Dark Vision должны комнаты, что-то делать. да, конечно, тем более у вас ночное зрение. Ты видишь покосившиеся, частично обвалившиеся полки, какие-то разбитые горшки, и там ловушки, мусор, подношения гоблинские, которые там свалены в огромной куче. И к одной из стен, сидя, прислонилась какая-то фигура, которая вот так вот держит руку, вытягивая палец вперед. Ты присматриваешься и понимаешь, что это иссохшая мумия какая-то, вот уже высохший, практически скелет. Это и есть тот самый темнострах, который живет на болоте и которому поклоняется ваше племя Лижужаб. И у него из груди торчит покрытый паутиной конерез. Это песорез, только еще больше. Больше. Да. Двуручный такой. Да, здоровый. Теперь каждый из вас должен подойти к этому духу, показать ему жабу и представиться, спев свою песенку, которая у вас есть в заметках в профиле. У меня ничего нет в заметках. Ну, Как это нет в заметках у тебя Это ничего? биография. я Это биография. А в биографии, Я прошу показываю прощения, в всем. биографии, да. тому... Да. Я показываю своим союзникам на этого темностраха и спрашиваю, кто пойдет первым. Пук пойдет первым. Что ж, Пук, прошу. Победители это первыми идут. Я такой просто... Да. Я вваливаюсь вовнутрь. Ага. Я вваливаюсь вовнутрь, подхожу поближе к этому непонятному существу. Я же не знаю, кто это. Мне Нет. непонятно пока. Ты знаешь, Да. что это темнострах, великий дух болот. Темнострах. Я такой подхожу на подгибающихся коленках к этому темностраху и начинаю так сначала тихо, а потом громче петь свою песню Пуга. Итак, начинаем. Пуг говорит, что заработал всех лучше, излечит одних, а других он измучил. Зарогнул при смотре за Пугом в пути. И когда я это произношу в последние слова, я просто размахиваю своим мечом, потому что я закрываю глаза, представляю, как я сражаюсь, и, возможно, я задеваю это существо своим мечом. ББ. Возможно или точно? Возможно или Давай точно? ловкость проверим твою. Задел ты. или- Хочешь ли ты это делать? Уже Вообще. сказал все. Задевать ее. 11. Меч буквально проносится мимо рядом с черепушкой вот этой вот сидящего мумифицированного темностраха, и ты сжимаешься от ужаса, такой просто думаешь, все, сейчас мне придет
кранты и тишина. Проходит минута, две, ничего не происходит, и я думаю, ты просто ползком отползаешь назад. Да, и когда Я хватаю Магмурча и Ворчуна за подшкирки и говорю: Пук дурак. Пук не знает, что творит. Только посмеете кто-то из вас это сделать. Что-то подобное. Мурч. Ворчун просто смотрит на нее такой. Зачем? Да. Для чего? Ну, окей, сделал он это. Что-то случилось? Нет. Ты зря паникуешь. Ты не И вообще, знаешь, на ты что почему ты способны начинаешь? духи. Да боже, в эту мистику кто-то верит, серьезно. О, боже мой, да это давным-давно не рабочая фигня. Можно все объяснить логически. И там Что вообще ж, нет этого Тогда ничего. иди следующим. Раз такой бесстрашный. Давай. Давай. Я беру Давай. эту жабку, показываю нехотя этому духу и произношу свою песенку, которую в Ты ее не детстве лизнул. меня заставили. Ее нужно лизать? Разумеется. Нет. Ты должен еще перед этим лизнуть. Нет, спасибо. Лицо Ворчуна вас заставит тошнить, но его нож тебя может убить. И даже будь ты здоровенный мужик, тот ножик перережет тебя. Чик-чик-чик-чик. Показываю эту жабу нехотя просто. Ну вот, видишь, ничего не происходит. Что я и говорил. И в этот момент Магмурч. где-то в стороне вы слышите вот буквально по доскам такое. И вы такие, опа, замерли. И это и тишина. Магмурч, Видишь? Духи все видят. Да по-любому какая-нибудь собака или еще кто-нибудь. На болоте знают собаку. наверное. Собака! Здесь есть собаки. гоблины очень не любят собак. Я хочу их убить. Что Может, же ты такое видишь, счастье вот как сильнейшее? раз. Мурч. Магмурч для храбрости лизнул жабу пару раз, чтобы повторить эффект, который с ним наступил. Но эффект уже не повторяется, ты чувствуешь только уже кислый вкус во рту. Часто лишь хорошо пролезал жабу со всех сторон. Ну, набравшись храбрости, все-таки Магмурч подходит и начинает петь. Магмурч бросает штуки, бум, не трогай лук, используй ум. Порой, где бум, бывает, ай, Магмурч не виноват, звеняй. В это время он раскручивает над головой череп, подобранный у гоблинов, и крутит над головой, и отпускает в какой-то момент, незначайно он куда-то улетает в темноту помещения. И в этот момент ты слышишь бряканье, бум-бум-бум-бум-бум, ты явно что-то сбил, параполог падает вниз, облако пыли закрывает эту комнату, и где-то вдруг, непонятно, кажется, то ли в помещении, то ли за ним раздается такое... Магмурч от страха выбегает за дверь и стоит наготове, прислушиваясь, что же творится там внутри. Крыска. Мне кажется, там кто-то сидит. Есть такое подозрение, да? Есть такое подозрение. Это где-то внутри помещения это звук был? Непонятно. Ну ладно. Оно дырявое такое, то есть это может быть либо то есть там был такой сейчас шум, ворох и пыль, что, ну, как бы, кто-то чихнул, кто-то там зашебуршал, но непонятно, не то это в хижине, не то это снаружи. Ворчун смотрит под эту дощечку, получается, заглядывает только просто снизу. Посмотреть, если там кто-то снизу это думает. Он же стоит на сваях, как я понимаю. Я думаю, надо внимательность проверить, проверь внимательность. Так, атрибуты. Внимательность. Или это не тут? Опять Perception, же. perception, Сейчас. навыки. Skills. Perception. Угу. Ты не замечаешь
никого, но когда пыль развеивается, ты в углу обнаруживаешь Снизу, большой сундук. Не в помещении. Я смотрю... Внизу. Ты окей. видишь там большой сундук. Я об этом не говорю никому, просто для себя это подмечаю. Что ж, пришла очередь крыски. А. Крыска заходит в помещение, достает жабу, лижет ее, преисполняется, как и все остальные. Воодушевление, все вокруг становится слегка розовым. Да. Ты чувствуешь огромный прилив сил. Ты добавляешь себе 5 на полчасика 5 временных хитов. Угу. Крыска подходит к духу и начинает во весь голос, это даже скорее не петь, а скорее кричать свою песенку. Крыска рубит, крыска бить, крыска резать, крыска выть, все сожрать или сломать, будет всех вас убивать. Показывает жабу. Что это происходит? И в этот момент да. вы слышите откуда-то снаружи. О нет, это мурлоки, они сюда добрались. Вот. И поскольку крыска очень любит риск и очень любит острые штуки, а это желание усилено небольшим, так скажем, наркотическим бредом, крыска хватается за хорс-чоппер и пытается его достать. За лезвие сразу, да? Я думаю, надо проверить силу. Силу? Да, Он там довольно сильный. вообще удалось ли тебе это? 16. Ты пытаешься выдернуть этот хорс-чоппер из этого скелета, но он уже засел настолько там глубоко. Ты его трясешь, и в этот момент вот эта мумия, она просто-напросто падает, череп валится на тебя, и ты кубарем выкатываешься из этой хижины, и в этот момент из кустов на вас вылетают двое озлобленных, рычащих существ. Судя по всему, это еноты, которые выскакивают на вас, и мы начинаем наш бой. Но мне нужна на инициативе. Так, а что такое? Сейчас тебе по очереди вот, кидают? Да. В бой переключаемся Да. в вкладку боя. Не первый. Пока что. Два енота, которые, видимо, жили здесь и были источником всех этих непонятных чиханий и звуков, щерятся на вас, и они явно недовольны вашим присутствием. Пук, надо зайти в вкладку боя и бросить кубик инициативы. А я уже бросал? Нет. У тебя нет. Еще раз. Вкладка боя. Да, я понял. А. Сейчас. Вот все. И первым на все это действие первым ориентируется у нас Пук. Что ты делаешь? Пук. Мгм. Пук смотрит. Пук видел таких существ вообще хоть раз? А сам скажи, видел ты их или нет? В клетках, сидя в клетках. Я думаю, я слышал про существ, похожих на собак. И, собственно, я хочу одну из этих Собаки. собак это миф. убить. Да. Это Очень собака. странные полосатые собаки. Да, это собака. Я думаю, что это собака. Я подбегаю к ближайшей с криками «Умри, пес!» и, собственно, атакую коротким мечом. А к какой ты подошел? Нижний. Так, ну двигай. Так, ага, сейчас.
Так, сюда. Ага. Так, сейчас. И это у нас 8 на попадание. К сожалению, твой меч промахивается. Ты впечатываешь свой меч прямо рядом с этим енотом. Он отпрыгивает, шипит. И теперь в дело вступает Ворчун. Про мою бутылочку с прыщами моими, она довольно хорошо взрывается. Просто при контакте, я не знаю, с воздухом или что, или я должен ее поджигать как-то. Она горит. Твои прыщи, они горят, как А, не- химический огонь. Ага. Если ты ее Ну, бросишь, по то факту она- просто от взаимодействия, просто от сильного удара. Да, ты можешь, конечно, бросить, но у тебя одна бутылочка у тебя есть, набросить нужно, чтобы как бы с прыщами. И, конечно, можно использовать знак «Жечь слова», но я думаю, это бесполезно против этих собак странных. Я их не смогу запугать. Они слишком глупые. Так. Чё? А я использую дротик на ту собаку, на которую напал Пуг. Угу. Да, его издалека получается. Хорошо. Это 16 на попадание, и дротик впивается еноту в бок. Он верещит, и первые капли крови показываются на его теле. Нужно тоже собрать, да, дротик? Или сколько? Да, у тебя дротик меньше. И в этот момент один из енотов буквально прыгает на Магмурча и пытается его укусить. А, И он промазывает просто. Ну, что сделал Магмурч? Да, неуловимым движением Магмурч немножко сместился в сторону, и енот просто пролетел рядом с ним, не сумев задеть его своими когтями. Замечательно. Я И хотел спросить, у меня дротиков получается 5 штук? да. Угу. Я, значит, один убираю, это hardness, да, я 4 делаю. Мгм. Стоп. Hardness? Подожди, ты Количество чё мне просто. сказал? Это не то. Hardness это твердость. Там просто Это не количество то, не у тебя то, в не то, не инвентаре то. плюс-минус. Минус нажать. В инвентаре плюс-минус можно. Инвентарь, у тебя дротики. А где они у тебя дротики? Это А, вот. дротик. Это у тебя один дротик. Все. У меня еще откуда-то Все, больше дротиков нет. У тебя дротиков больше нет. У меня еще откуда-то появился пилум. Ты забрал это копье. Ладно, я забирал. А, стоп, это не пилум у нас копье. Копье, оно у нас по-другому называется. Да. Это вы подобрали с трупа. Ну, пусть будет пилум. Магмурч, что ты делаешь? Так, Магмурч 5-футовым отходит немножко ниже и достает тыкву и бросает в енота. Вот в этого, который севернее. И это- Твоя Опа. эффект, скажи мне от твоей тыквы. То есть он сколько клеток? На 5 клеток действует? Так, действует на 5, да, вокруг. В самой точке он действует на 1d6 и плюс еще вокруг. Вокруг никого нет. И я бы еще хотел бы, сейчас, секундочку, как бы значок или как медаль использовать. Сейчас, секунду. Подтормаживает. Так, а почему D6, а тут он пишет 1D4 минус 2? Так, Что-то странное. Ну, про тыкву как-то... Минутку. Я думаю, отдельно, думаю, это нужно кинуть уже. Прямое попадание Да, наносит странно. 1d6 Это, скорее всего, урона огня. Там, скорее всего, ловкость учитывается, и то, что ты маленький. Из-за этого. Да. Значит, неправильно они Нужно. настроены. Вручную перебрось мне, пожалуйста. D6. D6. Да. Ты наносишь на него удар. И Это единичка и
Да, и я знак седлать паука использую. И еще 1d6 добавляю. Давай. Отлично. И ты видишь, ну Неплохо. расскажи, что произошло. Размахнувшись как следует, Магмурч бросает склянку. Склянка практически как в слоумо вращается в воздухе и попадает в голову господи, как его зовут-то? Этой собаки. Енота. Енота, да. И Енота. она разбивается, окатывая енота пламенем, брызги разлетаются вокруг него на расстоянии 5 футов и нанося очень серьезные повреждения, опаляя шкуру, хвост. Ты не то, что ты видишь, как енот горит, он визжит. Да, и вот те огненные капли тогда пронзают его, прожигают его прямо до костей, раздается запах паленой шерсти и мяса, и Магмурч начинает дико хохотать, видя в столь огненный, столь яркий факел, появившийся на болоте. У тебя это все еще под такими эффектами выглядит, да, наверное? Нет, у него эффекты закончились. А, Эффекты у крыски идут от этих огненных. Эффекты. И второй енот, ощетинившись, пытается броситься на Пуга, и его зубы буквально клацают рядом с ним. И это 20 на попадание, и он впивается Пугу в лодыжку, просто вырывая кусок мяса из нее, ну, небольшой кусочек. Могу ли я в этот момент использовать как реакцию заклинание, которое позволяет прикосновение усталости? Не, Нет, жаль. нет, он же делает на тебя атаку, здесь реакции нету у тебя. Жаль. Вот, Реакция ты его не заготовил. Я вскрикиваю просто от боли такой. А, гребаная собака! Чтоб ты... Сейчас ты дождешься своей очереди. И крыска, что делает крыска? Собака? Это собака? Крыска хватает свое новое оружие, свой песорез, подбегает и из-за кого рубящим ударом наносит удар по этой собаке, как ей кажется. Видимо, писарес очень тяжел для тебя, ты просто-напросто хлюпаешь рядом, либо ты ослаблена очень рядом с этим енотом, енот огрызается, шипит, и Пуг, что ты делаешь? А я гораздо проще скажу. Докслайсер — это фраджайл оружие, оно мне сломалось. Он разбился, как ближайший камень. Нет, ты просто его в болото уронил. Нет? Нет, А, я не ну буду. если так, то хорошо. Я могу Хорошо. утомить собаку и атаковать ее еще дополнительно. Давай. Сейчас я хожу. Нет, сейчас... Нет, почему? Сейчас ходит Пуг. А, пул? Нет, Конечно, ходит нет, Пуг. Извиняюсь. Тогда первое, что я делаю, это пытаюсь прикоснуться. Я буквально слегка задеваю по голове этого животного, давая ему такого, небольшого леща, словами «плохая собака». И в этот момент енот огрызается и кусает тебя, потому что это ответная реакция. Ты рядом с ним колдуешь. Это же заклинание у нас. Да, И конечно. он пытается тебя ухватить. И у него получается единичку нелетального урона. Да, то есть ты не столько тебя укусил, сколько напугал. Мгм. Так, на него как подействовала усталость? А что там ты выкинул нас на усталость? Там без этого, да? То есть... Он должен Нет, это не здесь. фортитюду. Здесь я сейчас... Это енот должен Да. фортитюду. Сейчас встречный. Ты мне скажи, 18. Мгм. Так, Это у нас... Хорошо. Значит, за уровень эффекты создания. Да, он прошел. То есть не получилось на него. Енот не выглядит усталым. я его не утомил, но тем не менее я беру свой меч и пытаюсь проткнуть этого пса со словами: в этот раз
добыча ты моя. И я... А ты не можешь, у тебя либо это основное действие было заклинание. Понял, тогда я... Да-да. Тогда ты можешь продолжить в следующий раз. Ворчун, твой ход. Да. Ход. Так как я стою сейчас на возвышенности, я просто беру в 2 руки эту дубину и с криками, просто воплями прыгаю на эту собаку, пытаясь попасть по голове. Ну да, здесь ты должен хотя бы подойти к краю. Ты не совсем прям оттуда не можешь спрыгнуть. Я, получается, стою на то же место. Делай. где эта Ага, крыска. и сверху. Хорошо, давай. Атаку совершай. Самари. Сейчас. Плюс от того, что я... Или минус от того, что я прыгаю. Нет, здесь у тебя нет. К сожалению, ты промахиваешься, и твоя дубина впечатывается, прям енот в последний момент уворачивается, и ты вместе с дубиной плюхаешься рядом с енотом. Магмурч, твой ход. Что ты принимаешь? Где-нибудь. Магмурч. Сейчас. Нет, Ворчун, ты вот сюда, не здесь, вот здесь вот, да. Магмурч смещается слева от енота. Входит тиски. Зажимая его в тиски. Да, и атакует дубинкой. Пытаясь попасть в голову, но, судя по всему, не успешно. Это очень верткий енот, он просто вертится, извивается как волчок, отбрасывается там из стороны в сторону и пытается, раз Магмурч на него пытался атаковать, он пытается схватить Магмурча, ухватить его за что-нибудь, что подвернется. И это у него получается, и его острые зубы енота наносят один удар. Впиваясь... впивается куда-то, наверное, в ногу и прокалывая Да. шкурку Магмурча, и на ноге появляется кровь. Магмурч начинает про себя ругаться и трясет ногой, подпрыгивая на одном месте. Да, крыска, твой ход. Крыска, расстроившись, что не получилось один раз нанести этот удар, пробует еще раз разрубить это На заднем енота. фоне я могу. И опять не может крыска совладеть с этим непривычным ей оружием. Писарес в ее руках то заваливается направо, то налево, и ты промазываешь. Просто он пролетает мимо. И она тогда отходит чуть-чуть пониже вправо. Хорошо, это 5-футовый ты делаешь. Ага. Пуг, что ты творишь? Пук, понимая, что ни магия, ни меч не берет его, и он берет дубинку, достает привычное свое оружие и пытается обрушить на него прям со всей Хорошо. своей силы. Так, Да. смена — это у нас дополнительное действие, смена оружия. Основным действием ты его лупишь. Ладно, хорошо, проходит. И вот дубинка, все-таки это дубина. Ты впечатываешь в мордаху этого злобного енота хороший удар большой дубиной. Енот явно получает сотрясение мозга, судя по всему. И теперь, Ворчун, что ты творишь? Я пытаюсь также добить этого енота, как я услышал из уст Магмурча. Пытаюсь попасть по нему. И, как я понимаю, это у меня выходит. Да, ты попадаешь вполне, но ты чем атаковал у нас дубиной? Дубина бьет его по голове, но у енота кружится голова, но явно крови нет, но сотрясение мозга у енота явно усиливается. Он еле держится на ногах, он Это шатается, урона, или- перебирает лапами. Это не летальный урон у тебя был. Я очень полезный в этой партии, да прям. И Магмурч опять ход переходит к тебе.
Макмурча продолжает неистово наносить удары по еноту своей дубинкой. Это 13. А, ты докидывать там жетончиков у тебя не осталось никаких полезных? Ну и таких интересных нет. Мгм. На урон. К сожалению, ты просто молотишь, но енот перебирает лапами, а ты промахиваешься. Енот вправо, ты бьешь влево, енот влево, ты бьешь вправо. Это выглядит так: шмяк, 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 но ни разу ни одной из попаданий нет. Енот встряхивается и пытается тебя укусить Макмурча. И это у нас 14 на попадание. Сколько у тебя армор класс? Напомни, пожалуйста. Сейчас скажу, секундочку. И это 14. проходит. Еще один урон наносит тебе енот. Еще раз хватает тебя за ляжку Да, своими острыми зубками. Он кусает уже в другую ляжку, и у Макмурча уже болит две ноги, кровь маленькими струйками стекает на его маленькие ножки. И он уже не знает, на какой ноге скакать, потому что ему очень больно. Крыска, что ты здесь делаешь? Крыска завершает, так скажем, окружение этого существа, похоже, уже не собаки, обходит вот так вот очень виртуозно, чтобы не подставиться никак под удар. И еще раз, надеюсь, последний бьет. Здесь Мы отсечь. просто окружили уже енота со всех сторон. Так что Да, я- да, да, в этом со всех сторон. Пытался напасть на нас. Расскажи, что ты сделала с этим енотом. Крыска, разбежавшись, делает прыжок и с криком во всю глотку отсекает этому животному голову. Я. Враги повержены. И больше ничего не мешает нашим доблестным, отважным гоблинам вернуться домой, объявив себя членами племени Лижужабу. Однако, кажется, Ворчун что-то заметил под этой хижиной. Да. Почему пока все Ну радуются, раз. тихой сапой подходит Да. к этому сундуку. И Мгм. меня Замечает ли это крыска? Крыска всегда следит за всеми гоблинами рядом с собой. Ну, давайте стелс против персепшн. Ща. Ну, я немножко под действием наркотиков, поэтому я -2 беру. И все равно замечаю. Окей. Ой, И крыска смотрит, что Ворчун полез куда-то под хижину. Под эту странную хижину. крыска следует за ним. За спиной. Открыто или ты втихаря подкрадываешь? Смотри, Втихаря. Тогда смотри. тоже стелс кидай. подожди. Ладно. Ага. Да, пусть кинет сначала. Стелс. А теперь, типа, я могу же проверить персепшн, а то Да, замечаю ли я конечно, стелс или конечно, нет? конечно. Разумеется. Ну, мне кажется, никаким образом, но все же. Нет, ты не замечаешь, что за там. Это выглядит так. Сначала Ворчун втихаря подкрадывается, крыска замечает. Ага, и втихаря ползет за Ворчуном. При этом Ворчун, то, что за ним ползут, не замечает. Совершенно. Остальные будут приглядываться или они радуются у нас? Макмурчик будет. Магмур стоит, Я пинает енота. А я Макмур- рад, потому что не знаю, что это собака. Добыча стала охотой. Если бы это было бы немножечко по-другому, я смог заметить, я бы отыграл таким образом, что я просто отошел отлить. Ты же не заметил. Не заметил. Я думаю, Ворчун подходит к сундуку, открывает его, а крыска что в это время делает? Ну, крыска подходит, и тоже смотрит, ну, то есть, со спины, вот так вот, через плечо. Своей Знаешь, большой, да? Судно такая, так, ну что там?
Открыв этот сундук, Ворчун видит небольшой арбалет, лежащий в сундуке, две красных баночки с жидкостью, таких маленьких бутылечка, один с синенькой, один с беленькой и каких-то 6 штучек маленьких коричневых кусочков. Так, еще раз. Так, Арбалет, еще раз. два красных зелья, два синих зелья. Одно синенькое, одно беленькое, 6 маленьких коричневых кусочек с очень таким пряным запахом, но похожим на какашки. И белый шарик. Белый шарик, это жемчужина какая-нибудь, наверное. Давай, протяни туда свои руки. Давай. Давай. Серьезно? Да. Так. А я даю подзатыльник ему. Прям вот совсем, на. Так, Ты чё? раз уж подзатыльник, то я думаю, все же... Я, конечно... Я увернулся, не увернулся. Чё ты меня не видишь? Я так низко, но ты ведешь себя как... Окей, ладно. Это было неожиданностью для вас, да, то есть для Ворчуна. Вы нашли определенные сокровища, что вы с ними будете делать? Вы зовете остальных или начинаете втихаря между собой запихивать это по карманам? А чтобы ей меньше досталось, я кричу: ребята, здесь сокровища как бы. Угу. Что делает Магмурч? Магмуч сразу настораживает уши, перестает пинать еноты и, быстро перебирая ногами, подходит к двум крыске к Ворчуну. Крыска засовывает свои руки в сундук, достает арбалет и такая: кто заберет это оружие? Кто он самый, да, скажем так, ловкий среди нас? Кто у нас лучше всех стреляет? Да, смотреть. Так, итак, вы стоите перед сундуком, перед вами лук, два красненьких пузыречка, один синенький, один беленький и 6 маленьких коричневых штучек с пряным запахом. Что вы делаете? Белый шарик забыл. Магмуч пытается съесть И эту белый коричневую шарик, штуку да. с пряным запахом. Я Ты ни разу в жизни не ел такой вкуснятины. Она вязкая на зубах, тянется и... Это очень вкусно. Да. Если бы у тебя было какое-нибудь недомогание, тебе бы, наверное, бы стало легче, но так как ты здоров и полон сил, то, в принципе, никакого эффекта здесь не происходит. Опа. Недомогание. Так. Ну, полагаю, кто у нас хорошо получается? Ворчун? Я думаю, все со мной согласятся. Это тебе. Надеюсь, ты с этим сможешь справиться. И отдаю ему арбалет. Хоть ты повел себя как крыса. Ворчун, перетащи себе арбалетик. Как те называют их? Большеногие. У меня там перевес идет. Я не знаю, да, ты стал медленнее, у тебя очень много всякого барахла. Хабар-то несу, да. А что делать-то с ним? У вас еще остались 5 коричневых штучек, один беленький шарик. Также, я думаю, уходят болты арбалетные к этому арбалету. И 2 красненьких пузыречка, один синенький и один беленький. Я хочу синенький и шарик. Причем шарик я хочу облизать, потому что с жабой-то получилось. Пуг выхватывает, кто-то сопротивляться будет этим действиям? Нет. Нет. Я забираю 2 красненьких пузырька. И что еще? Так, беленький шарик, ты его хватаешь, облизываешь, он Да, очень твердый, но в принципе ничего не происходит. И синенький этот он забирает. И Я пузырь. забираю, Синенький пузыречек. Да. я забираю один синенький, два красных пузыречка, один протягиваю Магмурчу и шарики забираю.
Шарики уже забрал. Так, коричневые, да? То есть забираешь их. Да. Маленькие коричневые. Хорошо. Так, сейчас мы тебе перекинем. Все 5 себе забираешь. Ну, я заберу, если никто не Хорошо, сопротивляется. потом поделишь. Да. И Да. ты забираешь один красненький пузыречек, да? И один протягиваю Магмурчу. И один магмурчу протягиваешь. Замечательно. Так как я чувствую, что как-то уже тяжеловато, я вижу, что у меня же есть эдакое копье, пилом, да, я не знаю, суть важно. Я Беленький пузырек кто забрал? еще никто. Давайте я заберу. Еще. Хорошо. Пузырек. Угу. Я думаю, это камушек. Я Все. Ящик пуст. Я говорю, кому-то нужна Да. дубина, там, вторая, например, 2 руки, я тут оставлю, потому что мне уже что-то тяжело. Нет. Убираю ее у себя, да? Да, просто убирай, чтобы стать легче. А давай оставим в сундуке, чтобы кто-то пришел после нас и забрал эту дубинку. Уно. Хорошо. Доставляю ее. Хорошо. Ну и все. Вы закончили, да, с приготовлениями? То есть, в принципе, вы готовы двигаться, торжественно двигаться дальше. Также, пока я Да. летел, я заметил грибы снизу. Может, их можно собрать? Попробуй. Ну, подхожу, собираю грибы, я думаю, это не У настолько тебя есть ножичек из камня. Благо. Я Что ты с ними делаешь? С собой их забираешь или еще что-то? Я для начала их нюхаю. Они пахнут грибами. Вау, да, неожиданно. Ну, просто берут штучек 4 себе в кармашек. Их тут много, как я понимаю. Как ты там занимаешься? Пойдемте, вы выполнили наше задание. И вот... Я поворачиваюсь, Ага. говорю, грибы будешь. Так, у меня есть еще самое важное. Я хочу взять свой меч и отрубить хвост у енота, взять этот хвост, повесить себе куда-то там на одежду, словами. Я убил свою первую собаку. Это не собака. Ты врешь. Это собака. В легендах собаки коричневые, а это какая-то черно-белая. Это черно-белая собака. Не бывает таких собак. Бывает вот. Вот собака. На самом деле крыска сомневается и, в общем-то, тоже отрезает хвост. Но он слегка Так что обгоревший. С лицом вот такие выражения. Ну ладно. Ну, на всякий случай. Ну, как бы она же тоже убила собаку. Хорошо. Итак, у крыски и у пуга висят на поясе хвосты енотов. Ворчун рассматривает свой арбалет, изучает его, смотрит, как он срабатывает. Магмурч внимательно бутылечки свои смотрит. Вы что-то будете там с красенькими делать, синенькими делать? Ничего, никто не будет заявлять какие-нибудь вещи. Розу синие бутылочки и белые. Вот. И таким образом вы двигаетесь вдоль болота. Да. Сейчас мы вас перенесем на карту, и вы выходите. А то, что мы видим, это норм, да? То, что вы видите, это норм. Там вдалеке. Ну да. И вот вы идете по болоту, и вдруг вы слышите какой-то голос, который говорит: так, ну что ж ты такая скотина? Ну мы опаздываем, мы должны ехать к этим верхоступам. А ты умудрился, дрянь такая, застрять. Ай! И вот слышит ржание лошадей. Что вы делаете? Я подкрадываюсь Ложь. в эти Кстати, кусты. блин, я забыл объявить, я хотел еще все-таки достать из того скелета Хорсчоппер, но да, мы ушли. Вы ушли уже, да. Тем более у тебя это не получилось, он явно там застрял очень сильно. Ну да, я же поэтому- И Так. просто потихоньку начинаю идти к кустам. Давай проверяй скрытность, насколько у тебя это Ну. получится.
Я, в общем, тоже так же следую за ним. Что делают у нас Магмурчи и остальные? И Пуг? Пук хочет с другой стороны пойти, вот здесь вот. Так, тоже тогда все давайте. Вы решили подкрадываться, да, к тому? 27. Ворчун просто сама тень, движущаяся меж камышей. Крыска действует не хуже, да, прикрываясь где-то около лодки, пригибаясь, вы просто в тени растворяетесь. Хотя ты знаешь, Пук идет просто напрямик. То есть он не скрывается, он идет вперед. Вот просто. Я такой смотрю на это. Окей, ладно, Так, допустим. перевесив на вы- плечо, меч идет вперед. Ага. Вы видите перед собой ярко разукрашенный фургон, который стоит, он съехал с тропинки в болотную жижу, он явно застрял. Рядом с этим фургоном топчется небольшая лошадка, скорее пони, чем настоящая лошадь. Она перебирает копытами, пытается вытащить этот фургон из жижи, и вокруг этой лошади и вокруг этого фургона, пытаясь вытащить из грязи, мечется существо в разноцветном, великолепном разноцветном колпаке. Он просто, блин, вы такой красоты никогда в жизни не видели. А самое главное, на кончиках висят бубенчики, которые позвякивают. То есть это вообще, это что-то нечто. Какие-то страшные, мерзопакостные, ну для гоблина мерзопакостные слова украшают эту повозку. Отвратительно. Там написаны буквы и слова. Ужас. Еще какие-то изображения, животные, бутылочки стоят, бочонки выглядывают из этого фургона, накрытые холстами. Также сбоку висят какие-то связки трав и так далее. Так как Пук у нас идет, существо в колпаке поворачивается к нему и, видя Пуга, смотрит и говорит: «О, покупатели! Я никогда не думала, что я на болоте встречу покупателей. Иди сюда, ты... кто ты? Ты ребенок? Нет. Ты карлик? Нет. Ты хоббит? Нет, ну неважно. Только сейчас, только здесь специальное предложение. Удивительные товары магазина Мэгги. Подходи, у меня есть много интересных вещей. Посмотри, она разворачивает перед Пугом какие-то бутылочки, какие-то скляночки. Что делает Пуг в этот момент? А я понимаю, что она говорит. Я не знаю, Вряд ли. посмотри, какие у тебя Мы языки только знания. гоблинский знаем. Мы только гоблинский знаем. Да, Для но гоблинский и то плохо. Для тебя это все выглядит как непонятное... Она разворачивает что-то перед тобой. Какие-то Вот когда она бутылки. раскладывает все это передо мной, я подхожу такой, беру, открываю одну бутылку. Она, Вторую подожди, бутылку. как только ты хватаешь за бутылку, она моментально перехватывает ее, ту бутылку, которую тебе показали, правильно ты пытался? Она тут же ее перехватывает и говорит: нет, денежки вперед. Я машу рукой, хватаю другую, то, что лежит на земле. Она хватает вторую бутылку, подожди, она хватает вторую бутылку. Уже так, ты что, не будешь платить? Когда она держит две бутылки, я хватаю третью. Собственно. И все-таки выдергиваю это. Давай ловкость проверяй, успеешь ты это Да. выпить или нет. Нет, я хочу понюхать. Не выпить, понюхать. Она Ну, ты все равно краснеет. открываешь. Однако ловкость. Ну да. Ты Успеешь. все равно открыть. Она держит эти бутылки в руках. Что ты хочешь просто понюхать или ты сразу пытаешься все выпить? Я вот так вот выдергиваю крышку в сторону. Пытаюсь понюхать, Очень понять, что сладкий запах, очень сладкий это. запах. Делаю большой глоток. Просто осушаю ее, выкидываю бутылку и такой пытаюсь схватить еще одну. Там всего 3 бутылки стояло. 3 бутылки. А ну ладно. в этот момент она
краснеет, бледнеет, а ты чувствуешь такой вот прилив сил. Запиши себе плюс 4 хп. Мгм. Пока это все Текущим, да? происходит, Ворчун пытается незаметно пробраться вместе с Крыской и Магмурчем ближе к Да. этой повозке. Мы смотрим за У этим вас- представлением. У вас Я это именно- получается. Я именно у всех. пытаюсь пробраться. Вы в кустах сидите, пока Пук это все делает, да? Я именно Мы хочу смотрим пробраться. за этим. Я именно пробраться хочу ближе. Ну хорошо, у вас это Еще получается. Еще ближе? Еще ближе, я туда хочу залезть. Куда? В повозку. Пока Там есть подожди. какая-то дверь? В повозке, да, но как раз девушка сидит, ну, перекрывает тебе вход в эту повозку. Она как раз рядом с этой повозкой. То есть забраться незаметно у тебя не совсем получится. Но, может быть, она сейчас отвлечена пугом, это надо будет проверить. И в этот момент вот это существо, оно краснеет, бледнеет. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты не заплатил. Я такой смотрю на нее, за бутылкой тянусь просто. Ах ты и радостный, да. Да, то есть и это радостный очень- такой, это как очень маленький было ребенок, вкусно. такой прыгаю вокруг. Ах ты мерзкий гаденыш. Она берет эти бутылки просто за пояс себе. У тебя вообще деньги есть? Я Это такой- всё, да. И начинаю просто искать что-то. К лошади, возможно, подбегаю, кстати. Я поняла. Ты вор. Ты мелкий вор и пакостник. И в этот момент она тебя просто берет, пытается схватить за шкирку. Я хочу увернуться. Давай, проверяем. Ловкость? Да, давай-ка проверим ловкость и у нее, и у... 4. Я думаю... 5. У тебя 4. Это так как ей мешают бутылки, но у нее не очень хорошо это получается. Ну и ты, собственно, с большим животом, потому что ты осушил большую бутыль, буквально залпом ее выпил, но ей все-таки удается тебя схватить, она тебя поднимает и говорит: ах ты мерзкий мерзавец, я заставлю заплатить тебе деньги, и начинает тебя просто трясти за шкирку, и при этом пытаясь найти тебя по карманам, пытаясь найти хоть какие-то монеты. Ты мне заплатишь, ты мне за все заплатишь. Пока она трясет Пуга, что делают остальные? В этот момент Ворчун видит то, что начинает трясти Пуга, он понимает, что нужно помочь. Он все так же, получается, подходит к спине этому цветному существу и пытается его копьем тыкнуть в пятую точку. Явно остальные что в этот момент делают, пока Ворчун пытается ее копьем тыкнуть? Магмурч в это время все сидел. Магмурч. Да, он в это время его переполняла злоба. Он видел перед собой лошадь, он видел перед собой буквы, его просто это практически трясло уже от злости. И когда он увидел то, что это существо, эта девушка схватила Пуга за шкирку, его рука непроизвольно потянулась к последней оставшейся тыкве. И он просто приготовился уже бросать ее и просто ждет подходящего момента. Так. Но пока не бросает. Но пока крыска. Что делает крыска? Крыске нравится представление. Она никогда в жизни не видела таких Сидит в кустах, да? большеногих существ. Нет, она выходит, просто выходит и, так скажем, облокачивается на ближайший камень и смотрит за этим. Ворчун, ты хочешь нанести ей урон, или ты ее просто слегка хочешь ткнуть в попу? Ткнуть немного тебе серии. Мы тут... Она подпрыгивает, взвизгивает, на месте буквально разворачивается, держа Пуга. Так вас тут не один. Вы будете платить, или я сверну этому мерзавцу шею? Она уже Мы выглядит это совсем милой. Я слышу по тому, как она кричит, я догадываюсь, что она недовольна, и я использую знак «Жечь слова».
И что это? такое? Я пытаюсь нести тарабарщину. Получается, Напугать. зачитать то, что там написано у этого знака. Ну, ты эффект просто опиши. Так, получается... Запугивание, чтобы деморализовать. Мгм. Он на нее кричит, Так, чтобы это не напугать то. ее. Использовать значок, это я нажимаю просто на минусик, он у меня убирается, да? Да. Ну, Ну да, и да, просто... да, да, да. Давай Он на нее запугивание. по факту просто хочет наорать. Да. Да. Запугивание. Прыгая. Наорать это как, я не знаю, чем это проверить. Или это сразу активируется и всё? Запугивание, скиллы, intimidate, Мгм. intimidate. Я что-то не С посмотрел. бонусом плюс 5. Да, у тебя плюс 5, у меня 11. минус 2. У меня прикольно. 11. Боюсь, это не производит впечатление на нее. То есть... Так, а запугивание у нас как проводится проверочка? Напомните. Просто там не помнишь про запугивание? Против виздома. Против Да, там же виздома. мудрость у нас идет, да. Да. То есть виздом плюс Плюс. класс опасности плюс 10. Сейчас проверим. Плюс 10. Плюс 10. Ну, это можно, в принципе, Это не проверить. проверка. Это не проверка, это не Уровень, уровень. Это Это ее константная. уровень. Ну почему это не проверка? Ну почему? Это у нас 12, 6 плюс... А, нет, ты ее запугиваешь, получается, да? Найс. Запугивание. Стоп. Какой Нет, подожди, разум? давай. Какой не разум? У нее Больше 12. 12 плюс 1. Он ее и у нее какой класс опасности? Класс опасности у нее, скорее всего, 1 или чуть больше. Значит, Да, не да, да, запугал. да, да. Нет, он ее не Нет. запугал, получается, да. Мгм. Я просто- Магическая Мэгги, как ее называют, она смотрит на вот этот... Она не понимает, что говорит у нас Ворчун. И она продолжает трясти Пуга. Пуг у нас в захвате. Ты будешь вырываться? Я буду вырываться, и я хочу... Мало того, что вырваться, я хочу ее укусить. Мгм. Ну, это у нас идет... Вопрос такой, у нее все еще в руках бутылки, да? Нет, бутылки за Карман. поясом. За поясом. Ладно. Она засунула Она бутылки заткнула. за пояс, заткнула и схватила, Ладно. и схватила Пуга. Вот. Теперь нужно провести у нас проверку боевых маневров встречную. То Да. есть давай бросай КМБ. Мгм. Да. А Мэгги бросит у нас 12. А этот у нас баб бросит. И тебе Нет, оба удается... Что? Оба КМБ. Не баб, КМБ тоже. Да, прошу прощения. Мне не удается. Нет, это не удается, она еще крепче тебя схватывает и еще лупит и смотрит на вас злобными глазами. И что вы делаете? Ну, Магмурч, видя Эх. то, что нашим Ладно. достается, и дело явно пахнет керосином, и бросает свою заготовленную тыкву в голову лошади. А мы? А мы? А Или Магмурч, ты не будешь? он вообще ненавидит эту лошадь, особенно буквы. Хорошо, кидаем тыкву. Расстояние это, кстати, позволяет тебе, или ты приближаешься Ну, сначала я и в случае чего кидаешь? приближусь, если мне не хватит. Я сейчас открою. По-моему, далековато. 30, здесь. сейчас 30. Мгм. Далековато, нужно 20. Я подойду скорее всего. поближе и брошу ее. Сейчас, Давай, подходи. секунду. Давай. И мы начинаем Да. И бойню. лови гранату. Но если что, кстати, если он в захвате, она тоже в захвате. Ну да, Считается. да, она двигаться не может. Боюсь, тыква просто ты настолько разозлился, что тыква перелетает через нее и плюхается куда-то там в болото, делая бульк. Это
она на это вряд ли обращает внимание, поэтому Да. крыска, Она- уставшая уже от этого представления, подходит к этому большому существу и отдергивает ее за полу. Дергает ее. Да, тебе ну что? так вот. А тебе что нужно, мерзавка? Немедленно заплатите за то, что вы... Он выпил мою микстуру. Это удивительная микстура магической магии. Немедленно вы все заплатите. И она сжимает Пуга и трясет его просто-напросто. Пуг болтает. Насколько мы понимаем концепцию, наш детский разум понимает концепцию забирания чужого и отдавания чего-то взамен. Вы гоблины? У нас Не такого понимаю. понятия Какие нет. концепции, мы таких слов не Вы знаем. не понимаете. Я думаю, это философская концепция. Я думаю, гоблины понимают концепцию только забрать и сжечь. Забрать, сжечь И и... сожрать. Еще может быть, да. Забрать, сжечь. Есть несколько вариаций этого, но в принципе все в одной категории. Так, ну тогда... Я видел, какую бутылку он выпил. Ну да, конечно. То есть, Она была красная, как у меня, или нет? А это была зеленая бутылка с какой-то этикеткой, где, кажется, на этой этикетке такая же изображение такой же фигурки с колпачком со смешным. Только большая, литровая. Да, большие бутылки. Тогда крыска достает из кармана вот этот комочек, вот этот коричневый, который очень понравился Магмурчу. Он даже улыбнулся в свои, так скажем, 40 зубов и протягивает этому большому человеку. Надеюсь, что это ее немножко развеселит. Она просто... Что ты мне тянешь свою дрянь? Бьет тебя по руке и отлетает. Это в сторону. Вот этот комочек улетает просто куда-то в сторону, в болото. Ах, вы мерзкие засранцы, ах, вы мерзкие мерзавцы. И я думаю, нам пришла... Пуг у нас что-то? Да-да-да. Она не нашла у меня жемчужину. Что? Жемчужину не нашла у Она меня? не так сильно трясет, обыскана. она трясет тебя. Монет. Она трясет. Я вижу, что один из наших протягивает, то есть, что-то. Я достаю жемчужину, возможно, трясущимися лапами, и показываю жемчужину. Она блестит в моих руках буквально перед ее лицом. Она замечает жемчужину, ее глаза меняются, она хватает ее просто-напросто и смотрит, рассматривает, потом смотрит на тебя. Обмен? Ее выражение меняется. Обмен — это хорошо. Обмен, ладно. Она опять становится милой. Может Она быть, у вас еще... улыбается, да? Да, она Улыбается. Я улыбается такой сразу. улыбаюсь, всем показываю, пишу, типа, вот так вот. Отпускает, она тебя отпускает и говорит: у вас есть еще такие жемчужины? А мы не понимаем же то, что она говорит, если Она еще... улыбается, она опять Она становится просто ласковой. улыбается. Я Так. тоже так Ласковой. улыбаюсь. Да. Не понимает, что мы ее не понимаем. Ну, она, нет, судя по всему, не очень. Она не У вас есть... Вы не понимаете меня? Вот такие маленькие, круглые, белые. Она еще раз достает вот такие же. Мне показывает, мне. А я вам достает бутылку. Я понимаю, что что-то нужно ей дать, и я достаю из кармана грибы и протягиваю ей. Очевидно, она мою конфетку Да подожди. откинула. Вообще, чё? Она смотрит на это, на грибы, говорит, так это кривится, говорит: нет, спасибо. Я Грибы мне- поворачиваюсь. Да. Я хочу повернуться к своим и сказать что-то на нашем языке, чтобы она услышала это громкое бормотание. Типа, очень вкусная еда, очень вкусная жидкость, очень вкусный стаканчик с водой или там какой-то. И я думаю, слышит она примерно это. Очень освежающий.
Вкусный бутылка был. Вкусная бутылка был. Вкусная бутылка был. И прыгаю. Она У нас- смотрит на вас. Если вы не будете ничего брать, тогда убирайтесь отсюда и не мешайте мне, я очень опаздываю. И машет на вас. Кыш! Кыш! Идите! Идите отсюда! Делаю то же самое. Наконец-то А, она, видя, я думаю, что вы не... вот Ага. этот магический знак, который раньше использовал... ну, то есть все раньше использовали, важно использовал. И показываю ей, возможно, это ее привлечет ее внимание. Какой магический знак? Сжечь слова. У меня другого. Твою бумажку? Да. Конечно, твои, что это за дрянь? И все, идите отсюда. И она берет, пытается вас отогнать и начинает кидать вас, чтобы камешки в вас кидать, чтобы И- вас... Брысь! Брысь отсюда! Я беру камень и кидаю в ответ. Причем целюсь прямо в голову. И мы кидаем, наконец-то, инициативу. Я думаю, это уже Пора. зашло достаточно... Да, Достаточно легко. она меняет, камень прилетает ей в лоб, а ее глаза загораются злым светом, она начинает кричать, орать, и я думаю, пора. Так, а сколько мы примерно до сюда шли? Уже эффект развеялся или нет еще? Я Да, еще не уже немножко... всё, эффект развеян. Oh, no. Это опасно тогда. Ну что ж, первым у нас, так как сориентировался Пук, что ты делаешь? Она прям рассверепела, да, получается? Да, она рассверепела, и сейчас вы видите в ее руке просто-напросто появляется кинжал. Мгм. А в одной руке кинжал, а во второй она достает увесистый камешек. Так, я пока не понимаю, что она хочет меня атаковать, поэтому я беру лошадь и начинаю гладить лошадь. И пытаюсь залезть, возможно, на лошадь, чтобы просто на ней посидеть, потому что я же люблю оседлать кого-нибудь. И с криками «Эй!» запрыгиваю на нее. Это мне гей там было. Ты хочешь на нее запрыгнуть? На Да, лошадь? совершенно верно. если Акробатику проверь мне, пожалуйста. Да, это может быть можно. Или climb. Да, кстати, попытка залезть. Ну, Тройка. Я это понял. ты просто сваливаешься под копыта этой лошади, лошадь трясет головой, гривой и отходит назад. Ах ты мерзкий ублюдок! Отойди от моей лошади! Кричит она и крыска. Что ты в этот момент творишь? Крыска, очевидно, замечает, что это существо очень неблагонадежное относительно Пуга, берет в руки твой док-слайсер и целится ей по ногам, чтобы, так скажем, сравнять, чтобы у них уровень глаз оказался на одном уровне. Слишком так скажем. высоко она, да? То есть своеобразная Да, реализация. то есть, что это такое? Мгм. Опа. 16 на попадание. И твой нож просто режет ей, она взвизгивает от боли, кровь льется, брызгает тебе в лицо, она начинает верещать, с ужасом смотрит на свои окровавленные ноги. Что это за пакость? Ах ты мерзкие ублюдки! И... Да, и дальше Магмурч, твои действия. Магмурч все никак не может прийти в себя от вида лошади. Секунду. Очень тяжко Ой, прошу переживает. прощения, Ворчун. Ворчун 7.3, да. Да. Ворчун, он же держал все это время в руках арбалета, как он до этого еще шел, рассматривая его. Мгм.
как я понимаю, он не просто его рассматривал, а пытался не знаю, понять, как он работает, так как у меня навык есть с обезвреживанием ловушек. Мгм. Я думаю, я смог все же хоть как-то разобраться, как он работает. Я думаю, я смог зарядить стрелу в него. Нет, я не Ты заряжал. будешь стрелять с этого места или ты в стороночку отойдешь, Я чтобы в сторонку. через ворч... Хорошо. В сторонку, получается, где-то вот сюда. Вот я жму. А ты прям Ну, так далеко отходишь? Она Да. даст? И я не подумал. На порта? Вот сюда. нет, она, Вот ну, так. не знаю, неизвестно. Так, и Так, стреляешь из арбалета? А сколько Да. у вас стрел, блядь? 10 у Сколько там него было всего стрел? и 11. 10. 11. Так, 11. стрелять из него у меня нету в саммари, да? Угу. И в комбате Ты не тоже. добавил. И в комбате. Я Но не, ты не добавил. я ж не знаю, как добавлять. Сейчас я тебе сделаю минутку. Окей. Тебе арбалет Да. добавить, да? Да. Легкий Для этого арбалет так, плюс 1. редактирование. Сейчас крейт атак. Все хорошо. Атака сделана, давай. Мгм. И стрела впивается ей куда? Я отхожу и примерно целюсь из этого арбалета примерно в туловище и куда-то. И стрела ей в левую грудь просто. И так брум, торчит. Она смотрит на свои окровавленные ноги, смотрит на стрелу, торчащую у нее из левой груди. Она начинает просто оглушительно верещать, визжать. Глаза ее наполняются ужасом, потому что нанес ей 2 урона. И теперь Магмурч, что ты делаешь? Магмурч тяжко переживает о зря потраченной тыке. И его ненависть и к буквам и к лошади просто кипит в нем. И видя то, что это существо атаковало Пуга, он достает свой метательный камень и кидает ей в голову. Сейчас, секунду. Опа. Это 11. Камень прилетает ей, бьет ей в лоб, течет струйка крови по ее носу, глаза ее наполнены ужасом, ее визг переходит на ультразвук, и она просто, значит, по морде торчит, по морде течет у нее кровь, а ее шапка просто падает, сползает, падает, плюхается здесь, из груди болтается стрела, значит, по ногам льется кровища, и она начинает вот с визгом, с ужасом, она просто, значит, поворачивается и начинает бежать, проламываясь сквозь это болото. Вы даже не успеваете, она настолько быстро Нет. бежит, что она Ну, не успеваю. пытается убежать. Пытается. Она... Ну, сейчас посмотрим. Так, как у нас отдельно опять взять. Она пытается сбежать от вас, и крыска что, порту пытается ей нанести? Разумеется. Давай. Опять же по ногам, чтобы... Далеко не убежала. Куда она бежит? Но она бежит очень быстро, ты промахиваешься. Буквально твой меч свистит по тому месту, где только что были ее ноги. Пуг, ты пытаешься что-то тоже ей? Она пробегает мимо тебя. Нет, я занят лошадью, я пытаюсь снова забраться на лошадь. Лошадь для меня Куда важнее, она? чем это странное существо. Она... Сейчас, минутку. И она просто-напросто сбегает, оставляя вас наедине с фургоном и лошадью. А на лошадь можно еще раз попытаться? Да, пожалуйста. Лошадь хрипит, лошадь испугана, потому что только что тут что-то творилось, ее хозяйка убежала в неизвестном направлении, тут же в грязи валяется шапка цветастая. На этот раз тебе удается забраться на лошадь, лошадь перебирает ногами, но ты успешно забрался на нее, сверху уселся.
И такой поднимаю руку вверх. Новый скакун. Новый паук. Новый паук. Новый паук. Что делают остальные? Лошадь перебирает ногами и испуганно смотрит на вас. Я пытаюсь залезть в эту повозку. Как раз вижу, что там есть какой-то проход какая-то, что-то подобие лестницы, пытаюсь пролезть. Крыска подбирает шапку и Посмотри. идет вместе с ним. Хорошо, крыска, сейчас ты получишь шапку. О, да. И крыска... А что ты делаешь со своей шляпой из крысы? Из крысы? Нет, я пока просто ее за пояс заткну, потом, возможно, надену. Пока что Минуточку. мы хотим пока разобраться, что это за повозка. Внимательность. Осмотри, пожалуйста, внимательность. Внимательно не бросьте, да. Сейчас. Это perception. Ага. Вообще в этом фургончике много чего. Тут навалены какие-то бутылки. Те же самые, вот похожие на ту, которую выпил Пуг. Какие-то значки, какие-то вещички. Вообще... Сейчас, минуточку. Вы видите много интересного, лежащего там. С одной стороны, это какие-то цветные кусочки ткани, пустые бутылки, какой-то бочонок непонятный лежит. Тоже, то есть что-то в нем как бы плещется. 2 горшочка с кисточками, торчащими в них. Какие-то коробочка с цветастыми маслянистыми такими ячейками. Я думаю, крыска подходит, трогает, там синий, красный, желтый, она похожа. И может так раз себя намазать, и у нее такие остаются эти же самые, да. Потом какие-то скляночки, факелы, вы знаете, их там тоже лежат. И несколько всяких бутылок, и особенно там есть еще и 5 бутылок с изображением вот такой вот девочки в цветастом колпаке. Угу. Помимо этого, я думаю, крыска, роясь в повозке, сколько у тебя внимательность выпало? 21. А кто у нас еще? А что у нас не рылся Магмурч? Не роется в повозке? Сейчас, секунду. Все вы роетесь, возитесь, пока одни, но только крыска находит небольшую шкатулку, точнее даже не шкатулку, а тайничок под сиденьем, где вот возница сидит, она вскрывает и видит там настоящие, по ее мнению, сокровища. Это какая-то палочка непонятного происхождения, похожая на магический жезл, и оранжевый флакончик, а также маленький шелковый мешочек, в котором находится 8 молочных зубов. Это вообще прям шелковый мешочек с 8 зубами. И да, и вот картинка, на которой нарисовано маленькое изображение какого-то маленького существа, маленькой девочки, и оно украшено сердечками, это изображение. О, нет. Да. О, нет. Кроме того, вы находите такую вещь, как какую-то такую большую бумажную даже штуку,
где, кажется, нарисована местность, в которой вы живете, и что-то помечено красным крестом. Кроме этого, квадратная бумага, на которой буквы, вот как эти мерзкие буквы написаны, но они написаны золотом, блестят, нарисована какая-то трехъярусная пирамида, украшенная розочками, ленточками, и две фигурки. Одна в белом платье, а второе в черном фраке. И все это, когда вы открываете, она вот такая складывается, вот так вот с этими буковками. Когда открываешь, начинает играть музыка. Очень опасная вещь. Мега опасно. Очень опасная вещь. Я думаю, такую опасную вещь непременно нужно. Вообще гоблины сжигают все, что видят, когда видят буквы, но такую опасную, страшную вещь с золотыми буквами, с какой-то трехъярусной штукой, украшенной розочками, вот с этой вот с двумя фигурками, одна в черном, вторая в белом, и еще и с музыкой, которая играет, когда открывается. Явно нужно показать вождю. Определенно. Так, ну, в первую очередь, все, что крыска нашла одна, она забирает себе, зубы она не забирает. И что-то там еще было, что-то вроде рисунка там женщины с ребенком, да? Не, там девочка такая вот похожая. Девочка. Какая-то, как Ну, на вот девочку. ее я тоже не забираю. Но вот саму шкатулку, вот это вот, разумеется, забираю. Замечательно. Все остальное вы рассовываете, я так понимаю, по своим карманам. Да, и бочонок. Что в бочонке? Самое важное. Кто пробует? У него есть крышка? Я. Да, У там него есть есть пробка, там там есть карта. Да. Что ты делаешь? Ну, так вот тогда надо. Это соленая вода морская. Ну да, примерно так это и выглядело. Явно бочонок вам не пригодится. Тупые большеногие. Зачем им вода? Соленая Солёная. вода. И я думаю, вы собираетесь, и что вы с лошадью делаете? Оставляете ее с собой? Я на ней скачу, я ее пытаюсь объехать, то есть я на ней скачу У вокруг. тебя приручение животных навык есть? Нет? У тебя не получается это сделать. Явно. Ты забрался, но поскакать на ней тебе явно не удается. Она стоит, Давай она не на месте, пою. она сопротивляется. Все равно я пытаюсь ее уволочь с собой. Ты тянешь ее. Ну, силу давай проверим. Ноль. 0. Ты упираешься, ты понимаешь? Это выглядит так, вот знаешь, когда упираются в стенку, еще забирают, ты пытаешься ее тащить, но ты вместо того, чтобы стоять на земле, ты просто ногами забрался уже в нее, в грудь упираешься, вот в нее, и в нее же пытаешься тянуть, упираясь ей же ногами, двумя ногами в грудь. То есть непонятно, зачем Я ты это повис делаешь. на ней просто, получается. Да, ты просто Да. повис и еще и тянешь, дергаешь, лошадь делает, но она стоит на месте. Это мясо. Это мясо. В это Дорогая время Зоя, Магмурч молча Это Я- паук. Не трогай моего паука. Что? Магмурч? Вы что-то тут Возможно. будете делать? Трогай. Магмурч в это время Не трогаем. подтаскивал угли к телеге и пытался ее поджечь, потому что он очень сильно ненавидит эти буквы, они прямо смотреть на них не может, как они вызывают в нем злобу. Я думаю, у него это успешно получается. А где ты уголечки-то нашел? Да вот Из чуть ниже костра костер, достал, да, который да. рядышком. Из костра. Хорошо. Ты, значит, подтаскиваешь угольки, фургон махом просто-напросто вспыхивает. Огромный огонь подгоняется, лошадь начинает ржать. Она была привязана, между прочим, к фургону. Отлично. А, Лошадь, я ненавижу лошадей.
Она начинает бить копытами, дергать головой, просто верещать, обрывает веревку и скрывается где-то в болоте просто-напросто. А что происходит со мной? Тебя скидывает в сторону, ты отлетаешь куда-то в кусты. Фургон пылает огромнейшим костром. Вы завороженные смотрите на это пламя, он сгорает практически моментально. Периодически там вспыхивают какие-то искры разноцветные, знаете, как взрывы. Как фейерверк. Видимо, вы что-то все-таки еще и не нашли там. Досмотрев, как догорает этот фургон, и догорел он очень быстро, потому что там были тряпки, вы стоите перед догоревшими остатками фургончика, и, по-моему, приходит пора двигать в деревню, назад в деревню. Да. Когда вы приходите в деревню, вас встречает верхорубка и говорит: ну что, вы нашли жаб? Вы преподнесли их темностраху? Вы показываете жаб, да, верхорубки? Ага. И в этот момент она замечает, кто несет открытку? Бумажку цветную. Ага. Она замечает у крыски вот эту цветную открытку. Она выхватывает ее и говорит: это мерзость. Это опасные слова. Они настолько опасные, что надо показать вождю «набей брюха». Я так и подумала. Вы сегодня будете ночевать не в клетках. Вы сможете выбрать любую хижину, которая пуста, на свое усмотрение. Вы сегодня не будете жрать рыбьи головы. Как хотите, там есть заброшенные хижины. Хотите, все в одну завалитесь. Хотите, каждый какую найдет. Вы сегодня не будете жрать рыбьи головы. Вы сегодня будете жрать рыбу. А это и карту. У кого карта? У тебя же? У крыски? Карта, да. Да, конечно. Ну, я же ее нашел. Ты выхватываешь, то есть выдаешь эту карту тоже верхорубки или скрываешь эту карту? То есть она открытку заметила, а карту нет, да? Ну, я спрашиваю, ты будешь доставать карту или что-то нет? Карту нет. Ну, карта менее заметная. Да, карту я не... Есть еще что показать? Так, ну, у меня есть арбалет, я беру такой, показываю, просто вот держа в руках. Это Не хорошее прям оружие, оставь его у себя. Все, что вы нашли, все, что нашли лежужабы, останется у лежужаб. Самое главное, нельзя оставлять вот эти мерзкие слова, потому что это может быть опасное волшебство. Все слова опасны. На самом деле для вас карта это... На карте же нет слов. Там тоже на карте же нет слов. Там есть слова? Да, там есть слова, безусловно. Но я люблю риск. Ты решаешь оставить карту у себя, да? Хорошо. Никто об этом не знает. Ну, никто об этом не знает. Даже среди них. Она, значит, берет, выхватывает эту бумагу и убегает куда-то, и в конце концов вы узнаете, что вождь «Набей брюха» завтра объявляет сбор всего племени в большом шатре. Такого не было давно. Большой сбор объявляется только тогда, когда случается что-то опасное, либо объявляется большой поход. И на утро вы узнаете, что же приготовил вам и племени вождь «Набей брюха». На этом заканчиваем, да? Да, и на сегодня мы на этом закончим, а следующая серия у нас будет в этом приключении, по крайней мере, это будет завершение нашего первого приключения. Мы скоро быть гоблин. Всем спасибо. Было интересно, здорово, занимательно. С нами были Саша, Рустам, Максим. Подписывайтесь на нашу группу в ВК. У нас в группе есть переводы, есть интересная информация по Pathfinder первой редакции, по Pathfinder второй редакции. Всем счастливо, всем пока.